Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня будем вас знакомить с программным обеспечением для программирования радиостанций Hytera серии HP. Сюда входят модели HP 605, HP 685, HP 705, HP 785. Мобильные станции также этой программой программируются. Модель называется HM785, она пока единственная. И ретрансляторы тоже программируются данной программой. Называются они HR1065. Само название программы версия 2.0, 01.004, регион EM5. Программа выглядит следующим образом, то есть есть дерево настроек, и если вы выбираете в этом дереве какую-то строку, то настраиваете уже данный раздел более подробно. Сразу хочу сказать, что у данной программы есть развитая помощь, соответственно, если вам какой-то параметр непонятен, вы можете его всегда выбрать и получить помощь именно по данному параметру. То есть я выбираю разные параметры, получаю помощь именно сразу по нему. С английского языка, естественно, можно перевести, например, Google переводчиком. Прежде чем продолжим, не забудьте подписаться на канал. Наша новая цель это 100 тысяч подписчиков. Так, теперь начинаем с глобальных настроек сначала, да, то есть раздел Common и настройки Setting. Здесь мы можем задать название радиостанции, ну, то есть я буду останавливаться только на самых главных настройках, то есть потому что здесь программа очень обширная, ну и она, в принципе, вот эти тонкие настройки для работы радиостанции многие вам не понадобятся, поэтому я буду останавливаться на самых нужных. Соответственно, здесь вот радио Элиас вы можете задавать собственное имя, но только на английском языке или на китайском, до 16 символов максимум. Оно используется, например, в списке вызовов. Это не идентификатор радиостанции, к которому обращается система в связи DMR, например, с индивидуальным вызовом. Это просто название вашей радиостанции. Далее, что здесь еще интересно, здесь настраивается уровень шумоподавителя, то есть открытый шумодав, нормальный уровень шумоподавления и глубокий уровень шумоподавления, то есть до 9 значений устанавливается. То есть следите за этим, если вы поставите очень глубокий какой-то уровень на канале, то будете слабо принимать и полезный сигнал, поэтому с этим нужно быть аккуратней. Именно для вашей местности подрегулируйте шумодав, чтобы и помеха не лезла, но и полезный сигнал тоже не терялся. Language выбирается, соответственно, для моделей с дисплеем, таких как 785 и 685 модель. И, как вы видите, есть здесь русский язык, но он по умолчанию. Это, кстати, все данные на реально считанной станции. 785, опять же, я уточню, потому что, допустим, для моделей без дисплея здесь каких-то настроек не будет. Но я специально взял станцию, естественно, с максимальной функциональностью, чтобы вы могли сразу видеть, что в станциях этой серии есть. Так, что здесь у нас еще? Вот эта галочка Auto Power One. Она отвечает за то, что если вы подсоедините батарею, то станция автоматически включится. Мне это не нравится, поэтому лучше, ну, потому что при установке батареи можно, например, замкнуть контакты. Лучше эту галочку я рекомендую убрать. То есть питание будет осуществляться именно кнопкой питания, а не автоматически при соединении батареи. Так, ну и в принципе здесь больше ничего нет. То есть вы можете задать пароль в смысле на включение радиостанции, но это тоже редко используется, поэтому на этом останавливаться не будем. Так, теперь во Future Control мы заходим, и здесь мы можем посмотреть, какие у нас лицензии куплены. То есть XPT Trunking у нас по умолчанию уже
есть в данных станциях. Если же вам нужен цифровой транкинг Tier 3, то нужно докупать лицензию. Также есть аналоговый скрэмблер, уже куплен, ну то есть во всех станциях он есть базовое шифрование. Если вам нужно расширенное шифрование, то тоже придется покупать лицензию. Роуминг есть, приоритетное прерывание также есть, удаленный мониторинг есть. Функция рекордера тоже покупная, поэтому имейте в виду, что изначально в станциях ее нет. Так, теперь дальше в UI setting, да, что у нас есть здесь? Здесь задается громкость максимальная и минимальную вы можете задать. И здесь вот я хотел остановиться на covered mode. Это режим, тихий режим, так скажем. Если вы в какой-то обстановке опасной и не хотите, чтобы станция издавала какие-то лишние звуки, вы всегда можете включить данный режим. И, соответственно, он позволяет отключить светодиоды на станции, отключить подсветку, отключить вибрацию, блокировку клавиатуры произвести автоматически и отключить внутренний микрофон. Например, если у вас какая-то специальная ларингофонная гарнитура, да, то вы можете отключить внутренний микрофон и использовать только внешнюю гарнитуру. Соответственно, когда вы настроили Covered Mode, вы можете его включать-выключать кнопкой. Но кнопку, соответственно, нужно какую-то на радиостанции функциональную назначить. Здесь еще можно остановиться на кнопках блокировки. То есть вот эти кнопки функциональные для 785 вы по нажатию кнопки блокирования можете какие-то выключать и включать. И здесь также есть подсветка дисплея, то есть она по умолчанию временная и время ее 5 секундам равно. Так, дальше. Идем мы тогда сразу в conventional режим, потому что здесь больше ничего интересного нет. То есть это аренда станции, аксессуары. Но все нам это не нужно. Дальше General Setting. Здесь у нас стоит режим сохранения энергии. Тоже смотрите, режимы разные. То есть чем вы больше устанавливаете, тем вероятность потери первых фраз сообщений в вызывном начальном больше. Но зато режим экономии энергии тоже выше. Поэтому здесь нужно оперативным путем поиграться по умолчанию. 1 к 2 стоит режим сохранения, и он включен. Так, дальше переходим к разделу кнопки. Да, вот здесь такой большой набор, это потому что у нас станция 785, кнопок функциональных у нее много, и, соответственно, вы можете на каждую кнопку повесить какую-то функцию. Давайте я вам сразу покажу, какие здесь настройки есть. То есть это и регулировка шумодава, и регулировка мощности, и можете узнать срок состояния батареи, соответственно, переключать каналы. Так, ну, тут одинокий работник, функция упавшего человека, мониторинг, то есть если вы, допустим, используете сети CSS, то можете нажать эту кнопку и отключить его. Вызов одной кнопкой. Также на какой-то конкретный канал, ну, в смысле на какую-то кнопку вы можете установить выбор конкретного канала. Так, включить сканирование, скрэмблер или шифрование на цифровых каналах вы можете включать-выключать. Дальше можно здесь переключать зоны, соответственно. Так, и Covert Mode я вам тоже хотел показать. Да, вот Covert Mode тоже этот тихий режим здесь можно назначить на эту кнопку, например. Так, ну с этим, я думаю, все понятно. Здесь никаких вопросов
не будет, да. Теперь вот в этом дереве Conventional еще интересный пункт меню. Здесь вы можете для пользователя отключить какие-то настройки, чтобы он не смог с радиостанцией ими управлять. Но это все относится к моделям, естественно, с дисплеем и клавиатурой. И что тут интересно у нас, это галочка Programming. Она изначально не стоит, но она позволяет, если вы ее включите, она позволяет редактировать каналы, в том числе и цифровые каналы. То есть вы можете редактировать частоту, тайм-слот, color-код на аналоговых каналах CDCSS, на цифровых вы можете на передачу контакт редактировать и приемную группу тоже, и менять название канала. И также можно даже изменять в этих станциях радио ID. Ну, то есть для персонального вызова, который используется. Вот, то есть список большой. Все это можно включить, либо отключить для пользователя, чтобы он не лез куда вам не нужно, чтобы он лез. Дальше переходим тогда к каналам. Это раздел Channel. Соответственно, Digital Channel это цифровые каналы, Analog Channel это аналоговые каналы. Давайте начнем тогда с аналогового канала. Это имя канала CHA1 у нас здесь на данный момент. Да, вы можете назвать его как вам угодно, но есть ограничения. Тоже 16 символов, да, и только английский язык поддерживается. Так, теперь это ширина канала, соответственно, вы можете выбрать 12,5, 20, либо 25 кГц, тоже это важно. Сигналинг различный данными станциями поддерживается, соответственно, либо двухтоновый режим, либо HDC 1200 вы можете поставить. Далее, к какому скан-листу этот канал относится. И здесь, в принципе, вот эта интересная позиция скрэмблер. Соответственно, на аналоговых каналах здесь есть инверсия голосовая. Соответственно, вы можете поставить галочку и включить скрэмблер на данном канале. Скрэмблер здесь одночастотный, соответственно, не выбираются никакие частоты, то есть либо шифруется, ну, либо в смысле инверсионный скрэмблер включается, либо выключается. Все, больше здесь настроек никаких по этому поводу нет. Вы также можете включить, чтобы станция на данном канале на передачу не могла работать. Соответственно, RX Only. Эту галочку тогда нужно включить. Так, соответственно, RX это частоты приема, TX это частоты передачи. Здесь, естественно, в пределах диапазона вы можете все программировать. Если вы используете ретранслятор, то, соответственно, частоты приема на станции и частоты передачи на ретрансляторах должны совпадать. И наоборот, то есть частота передачи на станции должна соответствовать частоте приема ретранслятора. CTCSS также на аналоговых каналах задается либо CTCSS, либо цифровой код DCS, но здесь его обозвали CDCSS. Соответственно, его значение этого кода аналогового CTCSS, либо DCS, это цифровой тогда код будет выбираться. И обратите внимание, что здесь еще настраивается реакция шумоподавителя на прием. То есть либо открытый он будет, либо CTCSS, DCS, либо по сигналингу. Так вот, если вы здесь даже выберете, например, CTCSS и здесь оставите carrier, то, соответственно, вы шумоподавитель получите все-таки открытый только. Поэтому вот за этими двумя настройками следите. Ну и все, соответственно, когда вы здесь запрограммировали, вы можете скопировать частоты, если у вас нет разноса, то в частоты передачи. Здесь больше, в общем-то, единственное, вот эта настройка, это именно, помните, мы задавали пороги шумоподавления, вы здесь можете вот из этих трех порогов изначально выбрать
какой он будет, глубокий, нормальный или открытый. Соответственно, если здесь, например, у вас большое количество помех лезет и сигнал всегда сильный, то вы можете поставить глубокий, а на остальных каналах поставить другой уровень. Так, здесь на передачу у нас выбирается уровень мощности для носимых станций либо низкий, либо высокий. И критерий разрешения на передачу. Либо всегда разрешена, либо только когда канал свободен, либо когда вы корректные коды сети CSS, DCS выбрали. Но вот с этим я тоже так понимаю, что проблем нет, стандартные настройки. Так, теперь к цифровым каналам переходим. Здесь у нас также название канала, color код, соответственно, и чтобы радиостанции связывались между собой, нужно color код и тайм-слот выбирать одинаковый. Дальше также может канал работать только на прием. И что здесь у нас еще есть? Частоты также, соответственно, задаются. Это группа приема. Обращайте внимание, их несколько можно создать. Дальше. Здесь же ставится шифрование. Соответственно, выбирается ключ. Но к этому мы сейчас еще вернемся к самим ключам. Если эту галочку поставить, то ваши данные будут шифроваться. Ну, в смысле, голосовые данные, не голос либо дата, в смысле название идентификаторов, чтобы шифровалось, это именно где программируются ключи. Там выбирается. Здесь же выбирается просто шифровать или нет информацию на данном канале. Здесь вот тоже обращайте внимание на по умолчанию какой будет передаваться в какую группу, ну или в какой контакт. Соответственно, контакт этот может быть либо индивидуальный, персональный, какую-то конкретную радиостанцию вы можете вызвать, либо группу можете вызвать, либо общий вызов осуществить. Здесь это вот выбирается. Контакты назначаются отдельно, а здесь вы именно из списка выпадающего вы можете назначить. Также здесь выбирается уровень мощности и также разрешение на передачу. То есть либо всегда разрешена, либо когда канал свободен. Все, больше здесь в общем-то ничего интересного нет. Можете поставить миксовый канал этот, чтобы он принимал и аналог, и цифру. Соответственно, здесь галочка ставится. Так, теперь переходим тогда, ну и соответственно переходим в зону, когда каналы запрограммировали, и вы можете на разные зоны назначить какие-то каналы. Например, вам нужны на этой зоне канал первый аналоговый и канал третий аналоговый, и соответственно два цифровых канала, тоже первый и третий всегда, то есть ими можно их добавлять, убирать, как вам угодно. То есть хотите создать еще одну зону, нажимаете плюсик, создаете третью зону. Список доступных каналов у нас будет вот здесь. И, соответственно, в эту зону добавляем нужный канал. То есть все гибко конфигурируется, поэтому можете с этим настраивать. Так, теперь переходим тогда в Digital Common Basic. Здесь у нас что есть? Вот это важная настройка, это Radio ID, то есть именно ваш идентификатор станции. То есть если вы хотите настраивать персональный вызов, то обращайте внимание на эти. То есть каждой станции присваиваете свой идентификатор и потом по данному идентификатору его вызываете. Так, дальше здесь в принципе ничего полезного я не вижу. Вот эта функция еще интересная. Автоматическая регулировка мощности в зависимости от силы сигнала. То есть, когда сигнал сильный, станция переключает мощность на низкий уровень. Когда сигнал слабый, то она переключает на... Ну, это наоборот, то есть, когда сигнал минус 78 dBm занимает, она включает тогда, ну, считает, что это сигнал сильный и, соответственно, включает малую мощность. Когда сигнал слабый,
минус 68 dBm здесь задано. Естественно, вы можете, кстати, это регулировать. Тогда станция включает высокую мощность. Это полезно для того, чтобы сохранить энергию аккумулятора. Ну и как бы и наоборот, когда сигнал становится слабее, то станция автоматом выберет у вас высокую мощность. Так, дальше переходим тогда в шифрование. Здесь у нас что есть? То есть вы можете включить галочку шифрования или ее, соответственно, убрать. Тогда шифрование осуществляться не будет. Если здесь у нас включено шифрование, то мы выбираем либо только голос шифровать, либо только данные, это, соответственно, идентификаторы, да, передаваемые, либо и голос, и данные. Но здесь обратите внимание, если вы будете шифровать и голос, и данные, то, например, при работе через ретранслятор также надо будет использовать этот ключ. Поэтому с этим аккуратнее. Если работаете напрямую только с радиостанциями, то можно ставить и голос, и данные запросто. Если работаете через репитер, то обращайте внимание, что там ключ такой же должен быть. Также вы можете, если у вас модель с GPS, шифровать данные о местоположении. Соответственно, задать здесь ключ шифрования именно передаваемых данных о местоположении. Следующее. Длина ключей. Вы можете задать 3 вида ключей без покупки дополнительной лицензии. То есть это 10 символов, 32 символов, либо 64. Ну, давайте я поставлю все виды, да. И, соответственно, ключи вы можете добавлять любые из этих параметров. Например, я вот хочу задать 64 символа. То есть вот в 16-ричном формате я могу задать вот такой ключ, например. Ну, то есть система предлагает какой-то на выбор случайный ключ. Вы можете использовать его, либо всегда там задать свой какой-то ключ и, соответственно, использовать его. Когда вы ключи эти сохраните, соответственно, на цифровых каналах вы можете выбрать Encrypt и выбрать данный цифровой ключ. То есть, вот видите, я могу сейчас второй выбрать ключ, который у нас задан вот здесь. То есть 64-символьный и, соответственно, вот с таким значением. Так, теперь дальше. Ну, с ключами тоже, думаю, понятно. Дальше выбираем контакты. Это у нас здесь выбираются либо персональные вызовы, либо групповые, либо вы можете назначить общий вызов. Соответственно, допустим, давайте я добавлю здесь персональный вызов. И, соответственно, вы здесь должны прописать идентификатор той станции, которую будете вызывать. Идентификаторы, напоминаю, выбираются вот здесь, персональные. Ну и все, и, соответственно, группа приема тоже у нас Call One, который у нас здесь создан, он присутствует в группе приема. Так, ну и все на этом. Все вот эти системы сканирования я освещать тогда не буду, потому что здесь уже ничего важного нет. То есть, когда вы выбрали все это, нажимаете кнопку Write и пишите в станцию. Или, ну, изначально, естественно, нужно было прочитать станцию. Мы это сделали без вас. Соответственно, также можно клонировать. Если система будет ругаться, что как у Motorola это, например, что серийный номер совпадает, то тогда выбираете не запись, а именно клонирование станции. Ну все, на этом тогда закончим. У кого вопросы, пишите в комментариях их. Я постараемся, мы, конечно, на них отвечать. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Это Вио Телеком. До свидания.